Всем доброго здоровья, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня по вашим многочисленным просьбам, вопросам речь пойдет о перестановке ульев. В этом видео собрана информация, которую вы не найдете в книгах. Ценность ее в том, что она собрана на основании многолетнего опыта, как моего, с множеством переездов, перестановок, так и опыта моих знакомых, а также ценных комментариев подписчиков под другими видео на похожие темы. Кроме теории, мы рассмотрим несколько частных случаев, которые противоречат теории и многое могут для вас объяснить. А также в ваших вопросах звучат такие моменты, как перестановка ульев как противороевой метод и перестановка ульев как метод по выравниванию семей. Об этом тоже поговорим. Начнем с момента появления пчел у начинающего пчеловода, а значит и первого размещения на вашем участке. Появиться они могут тремя распространенными вариантами. Покупка пакетов с пересылкой издалека, покупка пчел у соседа недалеко от вашей локации и поимка роя, как далеко, так и недалеко. И на этом этапе необходимо разобраться, что такое далеко и что такое недалеко. Мы говорим о 3-5 километрах. Почему 3 или 5? Потому что в случае, когда пчелы не имеют достаточно сильного медосбора, нет нектара вблизи, то зарегистрированы очень часто случаи, когда пчелы улетают на 5 километров для того, чтобы найти какое-то для себя пропитание. Если медосборы, медоносы есть, то, как правило, дальше 3 километров они не летают. И местность, соответственно, в районе 3 километров только знают. Поэтому, если вы любым из этих вариантов покупаете пчел до 3 километров, вам необходимо позаботиться о том, чтобы пчелы не улетели назад к хозяину. Или же на то дерево, где вы поймали этот рой, и он там успел облететься. О стопроцентном способе, как не потерять ни одну пчелу, мы с вами поговорим чуть позже. Ну а если же расстояние составляет более 3 километров, то смело вы можете любым из этих способов покупать пчел, и все будет у вас в порядке. Кроме этого, следует разделить перестановку ульев по сезонам. Это активный сезон, когда пчелы облетываются каждый день. По сути, он включает в себя все 3 перечисленных выше варианта приобретения. И неактивный, когда пчелы находятся в состоянии спокойствия от поздней осени до ранней весны, при условии, что зимой нет очистительных облетов в современных зимах при частых потеплениях. Итак, с приобретением мы разобрались, вы купили, поставили, и нет никаких больше проблем. Но если же все-таки проблемы есть, например, вы ошиблись с местом, потому что там хотите построить баню, или же соседям мешают ваши пчелы, или другие какие-то варианты, вывод один: вам необходимо переставить ульи. Как это сделать в активном сезоне? И здесь я сразу буду вам давать такие практические рекомендации на основании определенных примеров. Если у вас, скажем, один улей стоит, и вы хотите его переставить в другое место, совершенно там метров 10-20 даже по участку. Если у вас нет рядом соседей, у которых есть пчелы больше этого радиуса, то есть, например, вы хотите переставить на 20 метров, у соседа пчелы через 100-200 метров от вас находятся. Вы смело можете этот один улей переставить, пчелы перелетят туда, они найдут этот улей на участке, потому что пчелы ориентируются на определенные заборы, постройки, дома, крыши, когда летят сверху. Очертания предметов, потому что они, в принципе, близоруки. Когда они подлетают уже непосредственно к самому точку, уже ориентация идет по ульям. Их форма, цвет, и пчелы запоминают даже высоту летка над уровнем земли. Когда переставляются ульи выше-ниже, или там какие-то производятся замена улья на ящик или наоборот, то видно, что пчелы стараются попасть туда, где они залетали в прошлый леток. А потом они переориентируются и попадают куда нужно. Если пчелы увидят, что улья на участке нет, они начнут его искать и, найдя похожие очертания, поймут, что это их улей, когда уже подлетят к летку и почувствуют запах, который работает у пчел как свой-чужой. Бывают некоторые исключения, когда пчелы начинают липнуть на какой-то ствол дерева рядом с этим ульем, на подставку, еще куда-то. Значит, все, что стояло под ульем, например, какая-то подставка, на чем стоял улей, это нужно убрать, чтобы там ничего не было. В ряде случаев бывают некоторые исключения из правил, когда пчелы будут постоянно там кружить и, короче говоря, могут быть с такой перестановкой проблемы. Поэтому есть в рекомендациях, в литературе рекомендация переставлять их по полметра, по метру
чуть ли не по сантиметру в сторону и вот так двигать постепенно к тому месту, где вы хотите их поставить. Если у вас есть такая возможность, можно и так переставлять, чтобы избежать каких-то вот таких исключений из правил. Но, как правило, пчелы все равно этот улей найдут. И ваши комментарии моих подписчиков, есть видео, не помню какое, там очень много было о перестановке, и писали, свидетельствовали конкретно о своем прекрасном опыте перестановки без проблем. Следующий вариант, например, у вас 2, 3, 5 ульев, и они стоят группой, то есть рядом, в какой-то последовательности. Если вы хотите эту группу ульев переставить, вам необходимо соблюдать очередность, их расстановку между собой и переставлять. Конечно же, стоит сказать, что по времени суток это нужно делать в момент, когда все пчелы вернулись, залетели, вы закрыли литки, предварительно подготовленное место у вас уже готово принять эти ульи, вы их переносите за темное время суток, вечером или рано утром, когда литки закрыты. Потом вы открываете литки, и с утра пчелы начинают облетываться на новом месте. Часть пчел, которые будут понимать, что что-то изменилось, также рекомендуют различные там веточки, преграды, препятствия ставить, чтобы пчела, вылетая из улья, понимала, что место изменилось, что-то не так даже в моменте ее вылета. И тогда они будут обращать на это внимание. Но я вам так скажу, что не со всеми семьями, не со всеми породами и не всегда это работает. Так вот, когда вы группу ульев переставили, часть пчел все равно, когда соберут нектар или принесут, возьмут воду, они будут пытаться найти на прежнем месте ульи. И только потом, рыская по территории, будут находить ту группу ульев. И запомнив предварительно порядок, в котором они жили, они попадут в нужные ульи, опять же, по сигналу свой-чужой. Имеется в виду, что пчела, если вы будете наблюдать за пчелами, увидите, как она подлетает к литку, в случае, когда она нюхает, ее ли это семья. И она кружится вокруг литка, смотрит, воспринимает обонянием, во-первых, этот запах, плюс смотрит, как ее встречают на прилетке, потому что с этим тоже бывают нюансы, когда пчела залетает не в свой улей. То есть, по сути, ошибка стоит ей жизни. В принципе, по активному сезону я вам рассказал общие принципы, а то правило стопроцентное скажу чуть позже. Оно обязательно прозвучит. И мы перейдем с вами к неактивному сезону или так называемому выдуманному мною правилу 3 дня в холоде и темноте. Откуда пошла такая фраза? Есть пчеловоды, которые рекомендуют, что если пчел даже в активный сезон поместить в холодное помещение, подвал какой-то в темное холодное помещение, то за 3 дня они забудут, где были, и вы их выставляете, и они опять уже облетываются по-новому. Друзья мои, если вы поймали рой, свой рой, сняли с дерева, или же где-то вот только-только прилетел рой, вы его сняли, то есть этот рой на месте, где он привился, не успел облететься из своей там ловушки, роиловки и так далее, то вы его можете и на сутки поставить, на одной ночи хватит. И на следующий день ссыпаете его в улей, и все прекрасно, они там сидят, никуда не улетают, уже полностью на своем месте, на новом. Но данное правило не работает. Если пчелы облетелись, запомнили свое место, у меня был случай, это вот как раз та информация, которая противоречит разным теориям, разным догадкам и всему остальному. Ситуация следующая. 18 февраля у меня облетелись пчелы когда-то в какой-то сезон, я помню эту дату. Было настолько тепло, я вынес пчел из зимовника, поставил их в 3 этажа друг на друга, по 3 улья. И так было, я не знаю там сколько, много. Стояло по 3 улья, по 3 улья, по 3 улья. Облетелись они, как облетелись. Был прекрасный очистительный облет. На улице было плюс 18, плюс 20. Солнце светило, вода потекла, все хорошо. После того, как пчелки облетелись, я их сразу же после облета, как начало холодать, темнеть, занес опять в зимовник. В случайном порядке расставил эти улья. Почему занес? Потому что на следующий день уже было минус 20. Температура тогда скаканула на 40 градусов за сутки. Прошло 1,5 месяца. Я выставил пчел на подставки, красиво, уже установленные, так как мне нужно. Опять же, в свободном порядке, не запоминая, кто где, в один ряд. Все пчелы, которые в этот момент... Я их выносил и открывал литки. Выносил, открывал литки. Тоже светило солнце, яркий погожий денек был. Они все улетали из ульев и кружились вот в том месте, возле зимовника, метров 30 от этого места, где я их поставил. Кружились тучей, все вместе, из разных семей, ища свои улья.
пытаясь вспомнить то место, откуда они облетелись. Что я хочу сказать, будучи реальным живым свидетелем того, что мои пчелы все вернулись с того места по своим ульям. Поэтому я могу утверждать, что нормально они могут найти свои ульи, просто исключив ту информацию, которую они знают, найти и прилететь по своим ульям. Кружились они таким образом тогда, наверное, с полчаса. Причем, я думаю, одна группа пчел сменяла других, и потом они все вернулись по своим ульям. Пасек соседних у меня не было. Почему я сказал еще раньше, что обязательно, чтобы не было других? Они могут улететь к соседям. Если вдруг там за забором где-то рядом стоят у вас соседские пчелы, то вполне возможно они могут попроситься. Особенно в момент медосбора, когда у пчел есть мед, нектар в зобике, они, когда не с пустыми руками, так сказать, заходят, их могут пропустить. И вот там они могут и прижиться. Поэтому, друзья, когда рядом с вами никого нет, это вообще замечательно. Это отсутствие любых проблем. Хорошо иметь пасеку, когда по соседству рядом нет пасек, близлежащих в какой-то вот такой округе. Также хочу сразу сказать, чтобы исключить какие-то комментарии по поводу того, что да, они просто куда-то улетели или там разлетелись по каким-то другим семьям. Нет, они разлетелись по своим семьям, потому что при осмотре пчел сразу же незадолго после выставки я увидел, что все семьи были полностью укомплектованы, занимали, обсиживали те рамки, которые оставались, то есть не было такого перелета, перераспределения, что в одной семье много, в другой совсем нет летных пчел и так далее. Этот момент я хорошо запомнил, он меня удивил, потому что он противоречил тому, что я читал в книгах до того момента. Ну и еще один пример, друзья, который показывает еще одно такое негласное правило. Я скажу так. Я эту фразу говорю практически в каждом видео, что все очень относительно породы пчел и индивидуальности каждой семьи. Вот мы можем кучу книжек перечитать, кучу советов наслушаться, в том числе и моих. Вы подходите к своей семье, а там все не так, как рассказывали, потому что семья имеет определенные индивидуальные особенности, и они проявляются в разных моментах. Что я имею в виду? Как-то стояли у меня пчелы в ряд, где-то 12 ульев в один ряд было, примерно там 2 подставки по 6 стояло. Я увидел, что начинается активный момент приноса пыльцы. У меня были пыльцесборники по верхним литкам. На верхний литок пчелы все облетелись, потому что это была весна. Еще там с нижнего летали некоторые, только те, которые выносили подмор там, и так далее. Я решил прикрыть литки для того, чтобы собрать немного пыльцы. Пыльцесборники, извините. Прикрыл все пыльцесборники. Все семьи, которые стояли в этом ряду, получается 11 семей, они все, да и 12-я тоже, сначала начали столпиться у закрытых пыльцесборников, у решеток. Но потом, через полчаса буквально, понаблюдав за тем, как идет процесс, я увидел 11 ульев полностью забитые пыльцесборники пчелами, которые пытаются пройти ажиотаж, привыкают и так далее. Одна семья из 12, друзья мои, она полностью переориентировалась на свой нижний литок. И практически не было там 5-6 пчел, которые кружились у верхнего литка, у пыльцесборника. Вся семья пошла через нижний литок. И тянула она пыльцы еще больше, чем все остальные. Просто через нижний литок. Порода одинаковая. Пчелы все одинаковые, все мои, все, вот так вот. Бывают такие случаи, когда одна семья себя вот так ведет. Как-то еще был у меня случай, стояло тоже там, не знаю, много пчел в один ряд на одном из прежних мест. Значит, шел медосбор, активный из подсолнуха, все пчелы летали, кто там нижний, верхний, второй корпус стоял, ажиотаж был, то есть, все везде летали. Одну семью заметил. Она у меня тогда еще там примечательно так была, я за ней наблюдал по разным ее характеристикам. Значит, влетают в верхний, вылетают через нижний, влетают в верхний, вылетают через нижний. Ни одной пчелы не залетала в нижний литок, ни одна не вылетала из верхнего литка. Четкая структура действий. Верхний вход, нижний выход. Хотя я потом наблюдал за этой семьей, когда уже медосбор закончился. Она летала на оба литка. Но именно в момент медосбора работа этой семьи была организована таким образом, четко слажена, что была четкая последовательность действий. Удивительные вещи иногда наблюдаешь, и очень многие бывают исключения из правил, поэтому также следует любую информацию, полученную, делать скидку на то, что бывают исключения из правил. Ну и теперь мы, друзья, подошли
к моменту, как все-таки избежать на 100% перелета пчел, ошибок и потерь, связанных с перестановкой ульем. Очень простое правило, которое по сути прозвучало еще в начале видео. Вот эти 3-5 километров вы берете семью, подождали, пока все пчелы соберутся, закрываете литок, увозите на 3 километра к другу, открываете там литок на следующий день. Так проходит 3 дня, 3 километра, 3 дня. Через 3 дня закрываете литок, привозите куда хотите, в любое место и ставите. Этот метод проверенный. Пчелы действительно забывают за 3 дня, но точнее не столько важен срок, сколько важна совершенно другая местность. Пчела вылетает, поняла, что сейчас она потеряется, возвращается к литку, облетелась, запомнила. Полчаса, и пчелы начинают работать на новом каком-то медоносе, воду находят и так далее. Поэтому такие моменты, они ярко показывают нам, как можно избежать каких-то ошибок. Метод очень проверенный, лично мною. У меня такой случай был, значит, вот она пасека, за 30 метров от меня стояло очень-очень классное дерево, там был коридор перелета пчел, я туда ставил ловушку, сначала одну, потом 2 у меня там стояло, и туда всегда прилетали раи. Я не проверял ловушку. Каждый день прихожу, рой уже залетел и уже облетелся. Соответственно, они привыкли к тому дереву. Когда я переносил пчел вот тем вышеперечисленным способом 3 дня в темноте, у меня всегда жменька пчел улетала все равно на то дерево. Поэтому я ответственно заявляю, что это правило не работает на 100%. Вот этот холод, 3 дня и все остальное. Если же мы увозим на 3 дня за 3 километра, в другое место, вот тогда 100% работает. Я ловил раи ради удовольствия и какого-то спортивного интереса. После того, как поймал там, я уже больше никогда не мучился с этими темнотой и 3 сутками в холоде. Я сразу же ставил лестницу ночью, там, когда уже полностью стемнеет, чтобы пчелы не возвращались никакие. Закрывал ловушку, увозил ее на 3 километра и через 3 дня привозил, ссыпал в любой улей, который я определял. И не было никаких проблем. Ни одна пчела не возвращалась опять туда на дерево в ловушку. Я ставил новую пустую ловушку, и она стояла пустой после того, как пчелы уже были у меня в улье. Ну и в конце этого видео отвечаю на вопросы по поводу перестановки ульев как противороевого метода. Есть такие советы, советчики, и даже в литературе есть описанные способы, когда у вас роится семья, предроевое состояние, или же там она очень сильная, вы берете ее, переставляете со слабой семьей местами, причем может быть там, сюда, туда, неважно. Взяли эту семью, ту принесли сюда, эту поставили туда. Друзья мои, также рекомендуют в литературе, зачитывать не буду, многие из вас даже читали такое, выравнивать таким же образом силу семей весной или осенью, переставлять ульи местами, и там сильные со слабыми семьями и так далее. Суть в том, чтобы летных пчел, там где их много, они пополнили слабые семьи и так далее, и так далее. Все это настолько ужасно, это мое личное мнение, потому что когда-то я попробовал так побороться с роением, переставил пчел. Настолько много было набито пчел, просто ужас. И я знаю, там могут возразить, что да, у меня одинаковый запах в ульях, я там мяту подкладываю, мелиссу, у меня одинаковый запах. Послушайте, все это ерунда. Я пробовал и капли, и все остальное. Бьются и так, что даже есть опасность потерять матку. Если многочисленное количество летных пчел возвращается к себе в семью, а там стоит слабыш, которого начинающий пчеловод послушал опытных, и взял и переставил слабенькую семейку на 4 рамки. И там гурьба с 12-рамочного улья прилетела, убили матку. И все, и как бы ищут свою. Начинают на открытом расплоде выводить уже маточники. А вы думаете, ну хорошо там и так далее. Сколько пчел набито и в этой семье, и в той семье. Это кошмар. Просто жалко. Там по рамке пчел уходит от такого метода. Что касается выравнивания силы семей, следует заметить, что литература, которая описывает данный способ, она вроде бы как там между строк так прослеживается фразочка, что в ранний весенний период, либо же поздней осенью, когда уже нет лета пчел. То есть вы заметили, что это слабое, это сильное, это слабое, это сильное и так далее. Вы там их поменяли, сделали рокировку, и потом вы, значит, ждете, что ранней весной они перелетят. Ну, во-первых, друзья, кидая информацию в корзинку неактивного периода зимой, и ответив на все вопросы, хочу сказать, что зимой переставлять ульи в неактивный период
до облета пчел можно как угодно. Если долго не было облета, порядка там 2 месяцев, и были низкие температуры, морозы, когда пчелы сидели в плотном клубе, уже они не помнят, где они стояли. И когда вы переставите пчел, хоть вот так через одну поменяете, не будут они перелетать друг к другу. Они полностью облетятся на новом месте. В данном случае, в подтверждение своих слов, я любое слово, которое здесь говорю, могу привести кучу доказательств этому. Вот сейчас моя пасека стоит на новом месте. От прежнего 500 метров я переехал. Вы знаете, кто смотрит, кто подписан. Я об этом говорил уже 2 видео тому, что буду переезжать и что переехал. 500 метров. Был облет у меня здесь на новом месте. Слабенький такой, но был. Я не видел такого, чтобы пчелы вылетели и не вернулись. Даже вот сейчас я стою, разговариваю, на улице мороз, но некоторые пчелы, смотрю, прилетают даже по морозу. Я уверен, что это не чужие. Нет такого, чтобы они улетели и кружились там. Будет массовый облет, придет весна. Посмотрим еще раз, улетят ли мои пчелы на прежнее место и сядут ли там на черешне или нет. Я уверен, что нет, потому что достаточно долгое время уже пройдет с момента их перевозки. Я их перевез где-то в начале января. Поэтому, друзья, переставляйте, перевозите, вооружившись этой информацией. С этой информацией, значит, зима, холодный период. Если облета месяц не было, можно переставлять как угодно. Но учитывайте вот такое исключение из правил, что тем не менее бывают случаи, когда они такие могут запомнить. И группами также можно безопасно переставлять. Ну а что касается 100%, так это минимум на 3 километра. В данном случае у меня вроде бы как по моей теории есть опасность, что мои пчелы снимутся и улетят на прежнее место. Желаю вам всем мира, крепкого здоровья, всем удачи, всем пока.